Так, дорогие друзья, как меня слышно? Как меня слышно? Достаточно ли громко? Напишите, пожалуйста. Ну, ура. Немножко звук отредактировали. Так что теперь, надеюсь, все будет понятно. Ну что, я рад с вами снова увидеться. И это замечательно, что у нас есть возможность встречаться вот так вот. Как я уже говорил, для меня самый естественный формат для общения. Приветствую всех со всех уголков земного шара, которые подключились к нам в чат. И также я приветствую тех, кто смотрит нас в записи. Вообще идея создания этого видео, она имеет два основных начала, две основные мотивации. Во-первых, мне часто поступают письма или запросы на консультацию от людей, находящихся прямо вот в самом эпицентре какого-то жизненного шторма, урагана, когда все сложно, все тяжело, все плохо, все непонятно. И для таких людей, конечно, написать и получить какой-то ответ – это большая поддержка, и это всем нам нужно в определенные моменты времени, но, к сожалению, я физически обычный живой человек, который не успевает всем отвечать, более того, не успевает всех поддерживать в той мере, в которой я бы хотел поддерживать. И поэтому я решил создать трансляцию, на которой рассказать об основных элементах самопомощи, которые являются основополагающими для того, чтобы жизнь перестала напоминать вот эти вот американские горки. И одновременно с этим какие-то важные моменты подчеркнуть, которые помогут справиться и пережить самые разные жизненные ситуации. Потому что так или иначе, пока что они в нашей жизни еще присутствуют. Это часть нас. И хотя, конечно, мы понимаем, что мы движемся к более безопасному миру, более благополучному миру, но наша психика, она инертна, она до сих пор выживательна. И даже на самом деле, чем более безопасный внешний мир, тем больше мы иногда обнаруживаем внутренних проблем и поводов для страдания. Вторая мотивация для этой трансляции следующая. Мне захотелось поделиться своим личным опытом. Я вообще никогда не думал, что я буду говорить о таких вот, прикладных вещах. Меня всегда интересовали более высокие вещи. Но в какой-то момент жизни я столкнулся с глубоким личным кризисом, и мне пришлось самостоятельно самого себя восстанавливать, пришлось самого себя вытаскивать с очень непростых внутренних состояний и переживаний. Когда, знаете, бывает так, что со мной люди встречаются, начинают рассказывать что-то о себе, говорить, вот у меня вот это, я вот так чувствую, у меня вот совсем какой-то достиг внутреннего дна, и мне очень страшно, и так долгие годы. И человек на меня смотрит, говорит, ну, у тебя же, конечно, я тебя гружу, но ты же, конечно, где-то там в облаках витаешь. И я так смотрю, говорю, угу. На самом деле, я знаю, что такое состояние, когда ты изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, и в некотором смысле даже из года в год просыпаешься не просто в плохом состоянии, а в состоянии абсолютной безвыходности, беспомощности, и ты не знаешь, как справиться. И это длится, еще раз говорю, не день за днем, и ничего не меняется, а месяц за месяцем. И ты не знаешь, когда закончится это. И я точно знаю теперь, после прошествия какого-то времени и самых разных затраченных внутренних и внешних усилий на выход, я знаю, что будь я более осведомлен о том, что со мной происходило, то я бы смог бы, во-первых, не допустить этого, а во-вторых, выйти быстрее. Так вот, здесь есть публика, которая делится на 3 части. Есть те люди, которые сами находятся в эпицентре кризиса, и вам это будет полезно с той точки зрения, чтобы начать выкарабкиваться.
есть люди, у которых близкие находятся в эпицентре кризиса. И это тоже двояко, потому что, с одной стороны, вы поймете, как помочь близким, но с другой стороны, это поможет вам и свое состояние сбалансировать, потому что находиться рядом с человеком, который находится в кризисе, очень часто мы тоже находимся в, возможно, не совсем до конца осознанном, но тоже в внутреннем разладе. Особенно это наблюдается в отношениях, потому что если в нашем поле появляется кризис, то очень часто это, ну, и нас тоже касается. И третье – это те люди, которые пришли сюда поддержать эту трансляцию, и чтобы это могло состояться, и появился хороший видеоурок, да, который могут использовать люди еще долгие годы потом. А для них будет польза в том, что я подскажу, как сделать так, чтобы не допустить. Да? Как сделать так, чтобы не допустить. Потому что я сейчас понимаю, что если бы я знал какие-то вещи, я бы так глубоко не ушел в поле своих переживаний, в поле ну, почти точки невозврата, откуда приходилось выпрыгивать изо всех сил. И тем самым я думаю, что все мы вместе что-то сделаем полезное для мира. Это моя возможность поделиться вот такими очень практичными, прикладными вещами. Будет много информации. Постарайтесь, ну, если кому-то надо, записывайте, если кому-то надо, просто пересматривайте этот ролик раз за разом. Он всегда будет в открытом доступе, и я сегодня не буду использовать музыку для медитации, чтобы правообладатели не поставили рекламу, и ролик не прерывался. То есть он будет вот такой всегда в таком виде. У меня здесь есть несколько моментов, с чего начать. Да, мне бы хотелось начать вот с какой мысли. Вообще я сегодня расскажу о 4 основных шагах, о 4 основных точках для внимания. Куда смотреть, чем заниматься, чему уделять внимание, чтобы вещи начали сдвигаться, изменяться. Вообще, как возникает кризис? Почему сейчас так много именно психологических проблем, да, именно много внимания мы уделяем психологическим переживаниям. В нашей культуре, да и вообще, в принципе, в общемировой культуре с определенными, разве что там, отставаниями где-то, всегда проблемы с телом, с реальным физическим страданием воспринимались более серьезными, чем переживания эмоциональные. Казалось то, что это все такое, что-то эфемерное и незначимое. Вот если есть страдания, то есть. Да? Но я думаю, что многие люди, переживающие реальный внутренний кризис, скажут, что лучше испытать любое страдание физическое иногда, чем испытывать вот это бесконечное текущееся, допустим, состояние реальной депрессии или реальной тревожности. Да? Лучше любое физическое страдание. Потому что физическое страдание позволяет быть счастливым, да? Позволяет выбирать. В ситуации же, когда мы обладаем не совсем сбалансированным эмоциональным или психическим состоянием, мы счастливым быть не можем. Да? Мы счастливым быть не можем. И это очень-очень большое различие. Конечно, есть еще те, кто, в том числе среди наших близких, которые скажут, ну, это все переживание из-за того, что там на завод идти работать, да, раньше вот нормально работали и проблем не было. Да, психика устроена таким образом, что в состоянии либо стресса, либо сильной необходимости потребности психики уходят на второй план, да, и в некотором смысле это похоже на бегство. И надо признаться, что исторически мы все время бежали от требований нашей психики, и наша психика не эволюционировала. Она не имела возможности раскрываться и развиваться, адаптироваться. И в некотором смысле мы сейчас имеем очень-очень несовременную внутреннюю организацию. То есть те паттерны выживания, те инстинкты, которые в нас есть, они почти не получили развития. Эта сфера вообще не была как-то признана как стоящее внимание, да, чтобы этому уделять внимание. И поэтому, если раньше вся, скажем так, накопленная тревожность могла быть реализовываться в реальных опасностях, которые есть в мире,
и человек был собран и относительно здоров. Хотя, опять же, это все далеко такое большое упущение, просто некоторым вещам не уделялось внимания, и люди страдали молча и тихо. То сейчас в состоянии ну, относительной безопасности во внешнем мире, мы не будем брать сейчас текущее время, хотя сейчас надо признаваться, что каждый год все равно безопаснее предыдущего, это статистика. Психика, она, вот этот ресурс выживания, ресурс тревожности, его больше не на что тратить, не с чем, нет повода для сублимации его, нету пути. И она начинает в некотором смысле выдумывать вызовы выбирать, да, находить, выдумывать проблемы для того, чтобы с ними справляться. Когда я говорю выдумывать, я не стремлюсь преуменьшить как бы или обесценить этот процесс, просто психика должна на чем-то работать, и она начинает создавать проблемы из нематериальных происшествий, из нематериальных субстанций. Поэтому при этом это все те же самые страдания, да, но теперь у них нет реальной, в большинстве случаев, физической точки приложения, да, как, допустим, вот если взять такие вещи, характерные для нас сейчас, неврозы, панические атаки, депрессии, у них нет реального объекта, с чем работать, да, вот нельзя пойти и, там, не знаю, как вот древние люди, уничтожить какого-нибудь зверя, убить, который тревожил, и почувствовать облегчение, да, поэтому психика начинает крутиться на месте, и человек не знает, что с этим делать. Я могу немножечко быть так, не совсем корректен в формулировках, потому что я пытаюсь описать очень тонкие вещи. Дайте мне на это поблажку определенную. Вот. И когда мы сейчас вот со всем этим сталкиваемся, то надо признать, что мир все равно будет становиться все более и более безопасным, и мы все ближе и ближе будем сталкиваться с тем, что есть в нашей психике. Нам бежать больше не получится, исторически психика не даст нам, и цивилизация не даст нам такой возможности. И когда-то нам нужно будет встретиться с собой. Да, считается, что как все вот эти проблемы от того, что ты бездельничаешь. Но когда-то человечество будет работать меньше, оно сейчас уже работает меньше, чем раньше. Нам придется навести порядок в том, что есть внутри нас. Да? И это нужно понимать. Да? Мы сейчас в той точке, когда пришла пора разобраться с тем, что есть внутри нас. И если мы оказываемся в эпицентре кризиса личного, смотрите, на самом деле не так важно для цели нашего разговора, что конкретно спровоцировало этот кризис. Да? Это может быть очень длинно текущее состояние, такое длинное, долгое, давнишнее состояние неудовлетворенности. Это может быть такие депрессивные эпизоды, это может быть тревожность, панические атаки, может быть это какое-то трагическое событие, да, в жизни. У нас у всех в разные моменты встречаются эти вещи, которые приходится переживать. Да? И не так важно, что действительно послужило причиной состояния. Важно, что в данный момент мы и наша психика нуждаемся в поддержке, а наше сознание нуждается в понимании того, какие шаги надо делать для того, чтобы из этого состояния выйти. Я не всегда успеваю, я в этой трансляции не буду много глядеть в чат. Почему? Потому что мне нужно выдать информацию. Да? Вопросы – это немножко другая история. Здесь важно сохранять последовательность. Уж простите. Первое, я бы сказал, даже нулевая точка для внимания и нулевой принцип, который нужно освоить, он звучит так. Вы должны позволить себе просить и получать помощь, в том числе и от самого себя. В нашей жизни считается как, вот даже я на Фейсбуке сталкивался, да, типа, если тебе плохо, иди и помогай другим, кому еще хуже, и тогда все изменится. Ничего не изменится. Да, на время отвлечешься, да, возможно, это будет более здоровое времяпрепровождение, но если есть паттерны, которые создают кризис, они вернутся внутри нас. Вещи нуждаются во внимании и в решениях для того, чтобы быть исцеленными. Так вот, мы в этом мире чаще всего как будто бы не имеем права на то, чтобы просить и получать помощь. Для того, чтобы позволять себе заботиться о себе. Это очень забавно, когда люди
допустим, не учитывая свою потребность в отдыхе, придумывают себе и действительно реализуют для себя те или иные болезни физические для того, чтобы получить легальные возможности отдохнуть. Да, вторичная выгода, так называемая. Хотя на самом деле это, по сути, первичная выгода. А Эмоциональные запросы пока что в нашем обществе не считаются чем-то достойным того, чтобы на них обращать внимание. И, конечно, это корневая проблема. Корневая проблема. Потому что если бы мы могли бы ловить вещи на более ранних этапах, у нас было бы меньше тяжелых кризисов, меньше тяжелых переживаний и меньше неблагоприятных исходов из этих самых переживаний. Так вот, человек, он как бы всегда, попадая в кризисную ситуацию, он как бы всегда находится как бы с краешку. Он здесь, вот есть проблема, а он маленький. Он должен с этим что-то сделать, с внешним, а он сам, его как бы на поле участников ситуации особо и нету. Особо и нету. Это особенно свойственно для людей, которые испытывают чувство вины, да, в ситуации. Очень часто в кризисных ситуациях мы испытываем чувство вины. Даже когда мы кого-то потеряли, мы чувствуем вину. Когда мы расстаемся, мы чувствуем вину. Когда мы делим детей, мы чувствуем вину. Всегда есть какие-то ситуации, в которых та или иная сторона будет чувствовать вину, и эта вина будет запрещать ему как бы внутри вообще себя рассматривать как живого человека. Да, вина – это такое очень глубокое чувство самоотторжения, которое, если оно переходит в стыд, то это совсем как бы деструктивно. И человек, он просто не позволяет себе просить и получать помощь. Но факт в том, что человек так или иначе является живым существом, живой структурой. И если эта живая структура отрицает себя, а в ней идет процесс, ну, скажем так, воспалительный, да, психика, она подобна физическому телу. Есть процесс кризиса, есть воспалительный процесс. То любой воспалительный острый процесс перетекает в хронику, если он проигнорирован. Если он проигнорирован, если он задавлен, если он зажат, это перетекает в хронику. Точно так же и в нашей психике. Да? Подавленные эмоции могут превратиться в будущем в тревожное расстройство. Тревожное расстройство может превратиться либо в панические атаки, либо в депрессивные эпизоды. Так или иначе, все это, уходя вглубь подсознания, игнорируемо, дает все менее и менее легкие для покидания состояния. И когда мы оказываемся в ситуации, то самое важное – это вообще принять свое право на поддержку, на то, чтобы заботиться о себе, на то, чтобы получать помощь. Иногда, знаете как, помогает фраза о том, что я вообще тоже есть, да, я живой, я живой. Я не, может быть, считаю, что я виноват, может быть, я считаю, что у меня нет на это права, но я живой, я дышу, и вообще есть такой долг всего живого перед Богом – это, ну, как бы жить, поддерживать жизнь, не разрушать себя, да, не разрушать себя. Это наш долг, не только наше право, наша обязанность, как живого человека. И вот осознание этого, это входная дверь на то, чтобы начать процесс спасения себя. Входная дверь. Без этого невозможно. Невозможно. И в большинстве случаев, когда я получаю сообщения, и даже я сам, когда вот заходил в какие-то свои внутренние кризисы, я обнаруживал, что я или другие люди, которые мне пишут, они себя вообще не видят. Поэтому можно спросить, а где ты в этой ситуации? Где ты в твоей жизни, где ты? Да, вот есть огромный кризис, есть другие люди, они дербанят твое внутреннее пространство. А где ты среди этого всего? Ты-то есть в этом? Вот это вопрос. И это вопрос, который требует ответа для того, чтобы начать идти дальше. Продвигаться вообще в исцеление. Если нет, то тогда это уходит глубоко в подсознание, и нам сложнее это раскапывать. Можно, но сложнее. Просить и получать помощь не только значит, что мы сами себе помогаем, хотя это самое важное, да, выделять время, выделять внимание, делать какие-то шаги, да, вот в том числе те шаги, которые я сейчас буду рассказывать. Просить и получать помощь – это еще и не верить фразам из серии «да, тебе это нормально, что ты ноешь, да, что ты тут, иди поработай». То есть это понять, что ты
как живой участник имеешь право, вообще живой участник жизни, имеешь право, ну, как бы получать другое отношение к себе. В том числе и отношения с пониманием, с заботой, с поддержкой. Разумеется, не все наши близкие готовы поддержать. И это не их вина, это их шаблоны, это просто их, возможно, их сложности внутренние. Мы все люди всегда стремимся позитивным образом поступать, но не всегда наше внутреннее представление о возможном нам это позволяет. Поэтому винить здесь на самом деле никого. Но если мы себе позволяем получать поддержку, то в любой ситуации мы будем искать тех людей, которые могут нам ее дать. Самая простая поддержка, которая есть, это поддержка не друзей, а поддержка психолога. У нас сейчас благо, что в стране появляется все-таки достаточное количество квалифицированных психологов, психотерапевтов. И найти психолога и поработать с ним, подобрать того, кто действительно, по принципам, по которым мы будем говорить чуть попозже, который ощущается правильным, экологичным и действительно дает результат в виде облегчения, в виде спокойствия, в виде изменения состояния, вот это наша ответственность, это наш долг перед собой. Я прошу сейчас, нас смотрят среди моих зрителей, есть те, кто является квалифицированными психотерапевтами, кто помогает людям. Смотрите, я сегодня буду рассказывать про определенные принципы. Если вы согласны с этими принципами, да, если вы согласны с моим подходом, если вы готовы оказывать поддержку, да, людям, которым нужна помощь, может быть бесплатно, может быть за какие-то деньги, пожалуйста. Если вы чувствуете, что вы готовы, и если вы знаете, что вы экологично действуете, если вы понимаете, что вы профессионал именно в психологии, то напишите в комментариях ваше имя, фамилию, круг вопросов, в которых вы можете поддержать, и контактные данные. Для тех, кто смотрит, это будет возможность для них, соответственно, обратиться к вам и, если будет нужна поддержка, попросить помощи и поработать. Это вот тоже такое для сбора данных. Я, к сожалению, не могу проверить всех лично, поэтому предлагаю установить такое правило, что первая как бы беседа, вводная консультация должна быть всегда бесплатна, да, чтобы человек мог почувствовать. Не обязательно не только проверка на профессионализм, но еще просто на совместимость, да, на совместимость, на понимание, на комфортность. Вот. И, соответственно, если работа будет приносить помощь, то пишите в комментариях под этим человеком, да, то есть после консультации пишите в комментариях, что этот человек действительно принес ощутимую помощь, поддержку в той или иной ситуации. Пускай здесь постепенно будет копиться такая база проверенная людей, которые могут помочь друг другу. Это важно. Итак, если мы приняли, да, право просить и получать помощь, то мы ищем эту помощь. Даже сам тот факт, что вы смотрите это видео, он говорит о том, что вы готовы получать помощь, и это уже хорошо. И тогда мы можем двигаться дальше. Я вывел 4 шага, основных 4 шага. Мы по них еще попозже поговорим, про саму структуру, но все 4 шага очень простые. Начнем с первого. Первый шаг, он самый простой, но самый сложный для понимания. Шаг называется «остановиться». Остановиться. Очень важно понять, что в ситуации стресса наша психика, вот как бы сейчас это парадоксально ни звучало, работает против нас самих. В большинстве случаев. Да, когда на улице к нам подходят неприятные люди, и у нас включаются там гормональные контуры, вырабатываются определенные гормоны, и мы начинаем бежать от них или драться, то психика работает на нас. Но, к счастью, таких ситуаций в нашей жизни происходит минимум. Но у нашей психики ограниченный набор реагирования на те или иные ситуации, поэтому она также будет реагировать на большой класс ситуаций, в которых не требуются такие реакции. Не требуются. И если эти реакции не протекают естественно,
то происходит искажение, происходит накапливание энергии, накапливание тревожности, незакрытые состояния, которые в дальнейшем могут искажать и в том числе и тот же самый баланс эндокринной системы, баланс нейромедиаторов в голове, и мы получим и тревожные расстройства, и депрессивные расстройства, и панические состояния, весь класс вещей просто из-за сбоя в стратегиях нервной системы и, соответственно, в сбоях в стратегии эндокринной системы, гормонального обмена нейромедиаторов и так далее. Вот все эти вещи, они в жизни происходят, и когда мы находимся в состоянии стресса или в состоянии кризиса, очень часто психика работает против нас. Вот смотрите, пример, да, не пример даже, а как это происходит. Когда нам хорошо, когда у нас хорошее настроение, когда мы полны ресурса, то обычно, что бы ни происходило, мы легко восстанавливаемся. Если в базе, в психическом состоянии мы здоровы. Да? Точно так же, если мы физически полны сил, то мы ушиблись, или мы что-то потянули, или мы сломали кость быстро затягивается, да, срастается, ушиб быстро заживает, ранка быстро затягивается. Когда у нас полно сил, это не меняет нашего общего состояния здоровья. Но когда у нас, скажем так, мы находимся в нересурсном психическом состоянии, в ситуации расстроенной психики, мир вокруг нас кажется совершенно другим. Он кажется тревожным, наполненным страхом, наполненным безысходностью. И человек, глядя на этот мир, вдруг начинает верить, что да, оно все так и есть, и мне нужно с этим что-то сделать, потому что мир таков. То есть ему кажется, что вот мир, он такой на самом деле. И вот это показатель того, что психика работает против тебя. То есть психика берет и искажает картину мира, да, назовем ее психику воспаленной, то есть ситуации не гармоничной, не сбалансированной. Оно видоизменяет картину мира в такую, в которой жить особо и неприятно. И мы начинаем действовать из этой картины мира, и мы начинаем двигаться, бегать и суетиться. Оно рисует опасность, у нас повышен постоянно уровень гормона стресса, у нас постоянно повышено чувство тревожности, или у нас, наоборот, уходим в какую-то апатию и депрессивные какие-то расстройства. Из-за того, что мир кажется иным. И важно сказать себе в этот момент: так, моя психика работает против меня. На самом деле мир всегда одинаков. И здоровая психика является решением для всех наших проблем. Здоровая психика является решением всех наших проблем. И когда человек находится в состоянии расстроенной психики, он смотрит на семейную ситуацию, на потерю, на крушение бизнеса, на какие-то другие вещи. Он смотрит и считает, что все кончено, все очень плохо. Да? То в данной ситуации это не является констатацией реального мира. Это лишь его состояние нересурсной, его психики и нервной системы. И оно таким образом как бы искажает внешний мир, но на самом деле это внутри. И надо понимать, что это внутри, это не что-то такое необычное, не какой-то непонятный зверь, а это реально, ну вот знаете как, когда у нас болит горло, и мы понимаем, что у нас болит горло, мы это признаем, да? Но если у нас почему-то мы чувствуем плохое настроение, да, или мы видим мир в плохих тонах, то мы считаем, что мир вдруг таков и есть. С какой стати? Это наше состояние временное, заболеваем внутри. И вот это осознать крайне важно, что психика работает против нас, что мы видим мир искаженным, и что решение проблемы лежит не в том, чтобы в этом искаженном мире бежать с ним, бороться, менять, выкарабкиваться, а лежит в том, что нужно вылечить психику, устранить процесс воспаления. И тогда вещи автоматически исправятся. И большинство проблем, вот взять одну и ту же ситуацию, человек со здоровой психикой попадает, для него это не проблема. Человек с раздраженной, воспаленной психикой попадает, для него это конец света. Разница лишь в нашем внутреннем состоянии. Поэтому я хочу просто сказать, что психика, как и физическое тело, может болеть. Это нужно принять.
И она может болеть куда более, ну, скажем так, не то чтобы часто, ну да, по крайней мере, так же часто, как и физическое тело. И если она заболевает, это повод предпринимать действия по отношению к психике, а не по отношению к внешнему миру. Да, может казаться, что есть ситуации в мире, когда нужно действовать что-то по отношению к внешнему миру. Да. Но этих действий все равно 1%, а 99 должно быть потрачено на восстановление психики. Потому что фактически, если не происходит ситуации войны или вооруженного нападения, во всех других ситуациях у нас есть время, право и долг сначала восстановить себя. Поэтому самый главный принцип – это остановка. Остановитесь. Реакция стрессовой психики – это всегда бежать, бороться, это либо замирать на месте, то есть это реакция, в которой вы пытаетесь всеми силами избежать контакта с этой ситуацией, контакта с этим миром. И мы ищем любые способы отвлечения, любые способы борьбы, любые способы убегания. Но мы продолжаем быть в постоянном стрессовом движении. И люди, которые вот в ситуации глубокого кризиса, они бегут. Они не могут позволить себе остановиться. Но здесь важно понять, что если на вас реально физически в этот момент никто не нападает, то единственный путь, да, единственный первый шаг, который обязательно нужно сделать, это остановиться. Остановиться. Что подразумевает остановка? Остановка подразумевает то, что вы перестаете что-то делать. Для того, чтобы переставать что-то делать, не нужно делать что-то. То есть переставать что-то делать – это не действие. Это в том-то и дело, что это выбор не действия. Вот большинство людей, они в ситуации кризиса говорят, надо вот сейчас вот куда-то вот усилием воли что-то сделать. Вот в том-то и дело, что здесь усилие воли должно быть потрачено на неделание. В некотором смысле любой стресс, он как бы приходит к нам и говорит, беги, давай беги. И пока ты не побежишь, он не останавливается, он начинает кричать еще громче. Он говорит, беги, срочно беги, а ты стоишь, ждешь. Он тогда тебя совсем перемыкает, он берет тебя за сердце, так сжимает, говорит, давай беги, а то опасность. И ты тогда бежишь. Но вот задача вот этого этапа остановки – это не побежать. И мы будем учиться это делать. Мы поговорим про дыхание сейчас, мы поговорим про какие-то другие способы для того, чтобы не бежать. Но самое главное, поймите, главный теоретический принцип. Вы должны пережить увеличение тревожности. Вот этот крик, который наше внутреннее «я» приказывает нам бежать или бороться, он будет нарастать до невозможности. Но потом, увидев, что мы не побежали, он растворится. И главное – дотерпеть до этого состояния. Дотерпеть. Любая паническая атака, любая тревожная атака, любое состояние, если вы перестаете бежать, оно теряет власть над вами. И дотерпеть до этого, вот здесь как раз-таки нужна, то, что называется духовная воля, духовный выбор и здравый смысл. Да, здравый смысл. Потому что, еще раз, если на вас никто не нападает, важно остановиться. Пока вы бежите, вы тратите энергию. Пока вы боретесь, вы тратите энергию. И в состоянии потраченной энергии невозможно ничего изменить. Здесь очень важно, когда ваша психика раздражена, вы видите меньше. Когда вы теряете силы, вы видите еще меньше. И когда вы пытаетесь решить внешнюю проблему во внешнем мире, усилиями, действиями, усилиями ума, постоянно крутите это в своей голове, как найти выход, надо понимать, что вы этот выход никогда не найдете. Никогда. До тех пор, пока не остановитесь, вы не сможете найти выход, потому что это воронка, которая затягивает вас на дно нересурсности. Чем больше вы пытаетесь найти выход, тем снижается ваш внутренний лимит сил, а выход всегда лежит в более широком уровне состояния осознанности, в более широкой, скажем так, в более счастливой и здоровой психике лежит ответ. Он никогда не лежит там на дне, а вы уходите на дно, и вы не видите, где там выход. Поэтому и вот этот бег, он лишь обессиливает вас. Он не может помочь вам выйти. Люди говорят,
Так, но я же в ситуации, когда я не могу остановиться. У меня там отношения, у меня там дети, у меня там близкие. Как я могу взять просто и замереть? Я должен бежать, я должен что-то делать. Дорогие, делать – это 1%. Бежать внутри себя – это 99%. Вы можете делать все те же действия, но делать их, то, что называется, сдавшись. Делать их, не вкладывая в них никакого эмоционального или какого-то вот сущностного смысла. Просто делаете, сдавая себя в аренду. Но внутренне вы останавливаетесь, вы отказываетесь от попытки в воспаленном сознании, состоянии психики найти решение. Отказываетесь от этой попытки. И тогда со временем вот этот бесконечный источник, который высасывает, не источник, а пылесос, который высасывает из нас силу, пылесос тревоги, он просто начинает затихать, пока вы его просто не перестаете поддерживать. Он перестает управлять вашим поведением. К сожалению, большинство людей в ситуации кризиса продолжают бежать косвенно. Да? Они вроде остановились, но они продолжают искать ответы. Они ходят на всевозможные прокачки, проработки, всевозможные вскрытие психики, вот что-то там вот это вот, и пытаются найти, что-то смотрят книги, читают книги, смотрят какие-то ролики. Вот все эти вещи, если психика воспалена, они будут лишь вредить, потому что, еще раз, в нересурсном состоянии психики вы ответа не найдете. Не найдете никогда. И это очень страшно перестать искать, очень страшно остановиться, но это единственный способ вырваться из выживательного колеса, запомните. И если вы сможете остановиться и переждать вот этот самый сильный крик тревоги последний, вы услышите в конце тишину, вы поймете, что ничего страшного не происходило. Я знаю, что есть, вот говоря о поисках помощи в такой ситуации, некоторые люди думают, что они вот пойдут сейчас что-то в себе проработают. Они часто делают это из отторжения себя, то есть они в состоянии кризиса идут себя улучшать, или в состоянии даже не кризиса, а в состоянии вялотекущего очень длительного невроза или депрессии. Они идут на какие-то тренинги, к каким-то коучам, которые говорят, что вся проблема в карме, вся проблема в прошлой жизни, в том, что бабушка убила дедушку, или в каких-то там соседка навешала лярв. Вот эти все, вот эта вот вся история. Вот все эти вещи, они смешны для здоровой психики, но они очень привлекательны, потому что они поддерживают тревожность внутри нас. То есть они на не совсем сбалансированную психику, они прям цепляются крючочками очень хорошо. И человек в это закапывается, теряет ресурс, и все. Я помню, когда в ситуации, когда мне уже становилось, я помню, я только заходил в какой-то свой вот это личный кризис, я чувствовал себя плохо, и я пошел на одну прокачку, которая, человек, мастер, который говорил, вот сейчас мы там все качнем, прокачаем, проработаем, и все будет нормально. Я после этого чувствовал себя настолько хуже, это настолько разбередило то, что внутри меня происходит. Еще раз, психика подобна телу. Если у вас, знаете, как вот на коже появилось раздражение от того, что вот если кожу постоянно тереть, на ней появится раздражение, да, просто кожа, не будет выдерживать. И если вы чувствуете раздражение, пойдете дальше ковырять эту рану, то ответом будет просто открытая рана, которую нужно будет уже лечить другим способом. Понимаете? Точно так же и с психикой. Остановиться – это значит перестать расчесывать рану. Перестать расчесывать рану. Перестать расчесывать рану, которая есть. Есть прекрасное свойство психики, которое говорит нам о том, оно тоже подобно состоянию тела, что психика способна балансировать и исцелять саму себя, так же, как и наше тело способно восстанавливаться от большинства, скажем так, большинства болезней, от большинства повреждений. Тело способно себя восстанавливать, и наша психика тоже способна себя восстанавливать. Но почему-то, когда мы заболеваем, да, допустим, горло у нас болит, мы же не начинаем запихивать в себя удар на лед, и не начинаем ковырять психику, горло ножом, чтобы понять, что ж там такое заболело. Да? Мы укутываем горло, пьем горячий чай с лимоном, теплый чай с лимоном, пьем там витаминки, кто что пьет, травки, и даем себе постельный режим. Но почему, когда заболевает наша психика, да, она делает вид, что в мире что-то не так,
Но если мы помним, что это вопрос только наш сейчас, да, это повышенная, условно, как повышенная температура дает какой-то другой взгляд на жизнь, так же и здесь. Мы понимаем, что причина именно в воспалении внутри, а не в воспалении вовне. То тогда почему мы не можем остановиться и дать себе этот самый режим? Очень часто, опять же, чувство вины не дает нам это сделать. Но я вам так скажу, здоровые отношения между людьми, здоровые, должны предусматривать право каждого человека на остановку. Вот мир сейчас во время коронавируса, это право просто вот наглядно показывает, что у нас этого в культуре нет, потому что все, остановка на пару недель, все, коллапсы в экономике, люди не понимают, как жить, не понимают, как дома сидеть. Но это право должно вернуться, право на остановку. И поэтому, если в ваших отношениях этого нет, пора это право, как бы неплохо бы об этом подумать. Право на остановку. Право на то, чтобы перестать бежать. Вот когда вы останавливаетесь и пережидаете вот эту тревожную, сильную, вот эту нападение тревожное, дорогие, пожалуйста, я вот смотрю, ваше имя и ваши контактные данные пишите не в чате, а когда трансляция закончится, зайдите сюда снова и откроются комментарии под видео. Они будут статичные. Чат будет проматываться, и я не знаю, как он вообще сохраняется. Комментарии внизу будут статичными. Запишите, уже прослушав полностью мой вебинар, когда это видео появится на YouTube, может через полчаса, через час, зайдите и напишите в комментарии полноценное вот такое сообщение о себе. Да? Тогда это будет, там можно лайкать, его будет можно создать топ, это очень удобно. Вот. Когда мы останавливаемся и пережидаем вот это самое большое давление тревоги, то тогда мы можем перейти к следующему шагу. Поймите, вот это как раз-таки отличает тех, кто может выйти из ситуации или не может выйти из ситуации. Человек может всю жизнь не давать себе места и бежать, думая, что проблема вовне, и в мире, и в ситуации, которая сложилась. Не понимая, что сейчас просто психика воспалена, или она находится в хроническом каком-то состоянии, и нужно остановиться, подлечиться, и тогда многие проблемы просто исчезнут. Температура спадет, мир станет другим. Остановка. Дать себе право на остановку, дать себе право вообще на просить и получать помощь, в том числе от себя, и остановиться. Второй шаг. Самый главный шаг. Их здесь, на самом деле, они все самые главные, но тоже очень важно. Называется «дать себе место». Дать место в целом. Процесс, который происходит внутри нас, любой процесс, будь то горевание, боль утраты, будь то переживание по поводу какой-то там, как нам кажется, неудачи, будь то непонимание, что делать, будь то тревога за что-то. Любой процесс, который в нас происходит, он является лучшим способом психики исцелиться. Я всегда говорю такую фразу: любая река течет к исцелению, любой внутренний процесс течет к исцелению. Но если у этого процесса нет места, то есть вот гнев. Гнев – это процесс, который течет к исцелению, потому что гнев напоминает нам о нашей внутренней силе и дает нам решительность. Если этот процесс подавлен, то эта река, она начинает внутри себя накапливаться, появляется пузырь нереализованной энергии. Тревога – это тоже способность психики, да, сказать о том, что вещи не до конца осознаны, не до конца поняты, какие-то важные решения не приняты. И река тревоги тоже течет к исцелению. Но если ей не дано место, то это может превратиться в панику, в панические проявления. Потому что это будет выражаться экстравагантно, это будет выражаться нам неподконтрольно. Но это все является реками исцеления внутри нас. И в нашем внутреннем пространстве, мы должны дать место всем процессам, которые происходят внутри нас. Точно так же, как и во внешнем пространстве, мы должны дать место всем процессам, которые происходят снаружи. Обычно человек в состоянии стресса не дает места своим внутренним процессам. Он говорит:
Это не должно происходить. Да, вот очень часто в письмах я читаю, это не должно было случиться со мной. А то, что я чувствую, это не должно было со мной произойти. Вот пока есть такая установка, риторика не может дотечь до исцеления. Дать место всему происходящему. И это очень важно с какой еще точки зрения. Насколько широко или узко наше внутреннее пространство, где я в своей жизни, да, где я в своей жизни. Если я с краешку, вот я, предположим, моя жизнь – это дом, и если я где-то живу в чулане, а в гостиных, во всех комнатах буря, да, буря, то тогда, конечно, в чулане очень страшно и тяжело. Но если мы говорим так, окей, в гостиной и в спальне буря, да, поэтому я постараюсь найти то место в доме, где этой бури нет, либо пойду там, не знаю, условно, построю какое-то себе временное укрытие. Насколько вообще большой мой дом внутренний? Да? Это тоже вопрос, потому что мы рождаемся в чулане, то есть мы рождаемся в огромном доме, потом нас отводят в чулан, говорят, вот твое место. А вот гостиная – это общее место, спальня, ну, тоже не совсем твоя. А вот в те комнаты вообще не заглядывай, потому что, ну, это что за гордыня, и ты не настолько крут, чтобы заглядывать в те комнаты. Твое место в чулане, ну, в крайнем случае, можешь выйти в гостиную, ну, и ты сидишь такой, думаешь, блин, а вообще есть место? Это хороший повод, и когда бушует буря где-то, пойти и исследовать свое внутреннее пространство. Вообще внутри меня и в моей жизни есть места, в которых я могу быть, пока идет шторм. Должен ли я воевать за эту гостиную, если там идет шторм, или есть в моем доме еще пространство? Это хороший вопрос для размышления. Дать себе место. Дать внутреннему процессу место. Это тоже вот мы попробуем поучиться этому, когда будет практическая часть этого семинара, то есть через минут 30. Дать место всем внутренним рекам. В некотором смысле представить свое пространство, даже вот на уровне визуализации или на уровне ощущений, представить как большое поле и дать место, вот вихрю текущему дать место. Но ты не обязан находиться в эпицентре и не обязан прятаться в чулане. Ты можешь найти себе место, где нет этого вихря. И только тогда этот вихрь пройдет, прольется дождем, там вырастут прекрасные цветы, и ты придешь и будешь наблюдать цветы. Вот это проблема управления эмоциями. Люди думают, что у них есть маленький клочок, и они должны конкурировать за этот клочок вместе со своими негативными переживаниями, эмоциями, состояниями. Они не должны это делать. Дайте место всему тому, что происходит. Пусть то гнев, злость, ты не обязан находиться в середине этого. Дай этому протекать спокойно. И тогда ты увидишь, что это течет к исцелению. Это все равно, что человек поранился, да, и говорит, а как же теперь я буду, не знаю, поранил одну руку, да, например, и думает, как же я теперь буду, не знаю, писать, или как же я буду на компьютере управлять. У тебя есть вторая рука, то есть ты не должен конкурировать за эту руку. Точно так же и с внутренними процессами. Оставьте в покое то место, в котором сейчас происходит, и рука заживет, также и психика, она восстановится, как только вы дадите ей протекать свободно. А это значит, что если мы чувствуем тревогу, дайте возможность тревоге протекать спокойно через тело. Если вы чувствуете депрессию, дайте ей место. Если вы чувствуете апатию, дайте ей место. И по моему опыту, чем больше места я давал своим самым деструктивным переживаниям, тем быстрее они переставали иметь надо мной власть. Чем больше я им пытался их убрать в чулан, тем сильнее они со мной воевали и пытались вырваться. Дайте этому место. Даже если кажется, что все ваше внутреннее пространство захвачено страхом, если вы будете спокойно стоять и наблюдать, не вовлекаясь стоять с краешку, да, или найдете для себя, создадите еще пространство, где есть тишина, вы всегда можете создать пространство, где есть тишина, вы всегда можете не быть в эпицентре, то вы будете наблюдать на этот вихрь, и вы увидите, что он просто выдохнется, и он начнет превращаться во что-то иное. Дать место своим внутренним переживаниям. Природа имеет силу исцелить любую боль. Природа имеет силу исцелить любой процесс утраты, любой процесс крушения, любую травму.
Но проблема в том, что наши шаблонные установки так сильно зажимают эту травму, что к ней, знаете, как если рану перекрыть доступ к кислороду, то она будет сложно, да, затягиваться. Точно так же и здесь будет, если наша психика так сильно закрывает травмирующий опыт, то он просто оказывается закупоренным, из него нет жизненности в нем, он не может свободно обмениваться с миром, и, соответственно, он не может свободно исцеляться. Дать место – это еще и признать, сказать: да, это есть в моей жизни, да, это случилось, да, сейчас я чувствую себя плохо, да, этому вот я даю столько места, сколько этому нужно, но я могу выбрать и не быть в эпицентре этого, потому что в моей жизни всегда есть фрагмент, где нет этого шторма сейчас. Если вы, когда заболевает горло, будете полностью фокусироваться на горле, то вы сойдете с ума. Да, ну вам обычно что делаем? Мы смотрим телевизор, мы читаем книжки, мы, ну, в хорошем, да, варианте, мы не находимся в этой эпицентре боли. И это позволяет вырасти, и это вылечиться. Да, этому есть место. И как только появляется место и свежий воздух для ситуации, то тогда начинается процесс исцеления. Рано или поздно река притекает к исцелению. Шторм, огромное цунами превращается в реку, потому что, опять же, если на реку поставить плотину и пытаться ее заковать, а все процессы живые – это река, никакой процесс не озеро, все процессы река. И как только мы ставим плотину в виде непозволения, у нас получается цунами, у нас получается прорыв дамбы, у нас все затопляет эмоции. Да, как гнев подавили, потом эмоции все затопляют внутри. Дайте течь реке к исцелению, и она станет покорной. Она станет живой, она станет благодатной в каком-то смысле. Это еще и значит то, что вы не боитесь в своей жизни выделить и время. Да, это перекликается с первым шагом и с нулевым шагом. Вы выделяете время для того, чтобы позаботиться о себе. Дайте время в своей жизни для того, чтобы провести, ну, как бы наедине с собой или помочь себе исцелиться, позаботиться, найдите на это время, вы имеете на это право. Даже если у вас дети, семьи, даже если у вас родственник, который нуждается в заботе, вы имеете право на то, чтобы выделить время для себя, потому что в противном случае вы мертвы, никому не нужны. Да? И это явилось, кстати, самым основным толчком для исцеления, потому что когда я понимал, что я пытаюсь исправить внешнюю ситуацию, скоро дойду до грани нежизненности, просто до нежизненности, я понял, что я мертвый, никому не нужен. Я не нужен не тем людям, которым я пытаюсь помочь, я не нужен Богу. Да, в том смысле, что я просто не выполняю его призвание. Внутри меня тоже такой же божественный кусочек души, да, и если я это все просто выкину, просто обесценю, то я никому не помогу в этой жизни, вообще никому. Точно так же и здесь. Дать себе место пространственное даже, вы имеете на это право. Даже если вы же в ситуации сильного конфликта, есть отношения, которые говорят: ты не можешь быть один, ты должен решить эту ситуацию, ты не можешь из нее уйти. Еще раз говорю, здоровый человек действует только тогда, когда у него достаточно ресурса. Нездоровый человек из нересурса пытается бить руками по воде, пытается справляться с цунами. Поэтому первый, самый лучший шаг, который вы можете сделать в ситуации кризиса, это взять дистанцию. Да? Это здоровая реакция. Взять дистанцию до состояния, когда вы сбалансируетесь. Конечно, создав безопасные условия, да, ну, то есть там, не бросая на улице никого, да, в какой-то критической ситуации. Но вы имеете право взять дистанцию, и вы имеете право не чувствовать вины, если вами манипулируют из серии, что ты не имеешь права отойти, ты не имеешь права это, ты должен там это, потому что я умираю, мне все плохо, я сейчас покончу с собой, если ты мне не поможешь. Да. Вот на такие манипуляции, да, ну, понятное дело, что если там идет шантаж жизнью, то там надо быть очень аккуратным и, ну, как бы понимать, вообще это было, это свойственное поведение, демонстративное или демонстративное, лучше с психологом поговорить, с психотерапевтом профильным, но вы имеете право не чувствовать вины за то, что вы берете для себя время и берете для себя место, чтобы ваши внутренние процессы залечились. Потому что, еще раз говорю,
Расстройство психики куда страшнее, чем расстройство простуды. Но в ситуации простуды мы имеем право остаться дома и выписать на это больничное, но в ситуации тревожного расстройства или стресса почему-то нет. Но последствия у простуды куда менее серьезные, чем у этих вещей. К сожалению. Это надо знать, это надо понимать, дать место. Каждая река течет к исцелению, если у нее есть место, куда течь, где течь, и если на ней не стоят плотины. Здесь еще есть какой момент, важный нюанс. Любая болезнь и так, любой кризис и так сформировался, будь то физическая болезнь или эмоциональный кризис, сформировался на том, что какая-то ситуация была зажата. И если вы говорите, я сейчас справлюсь с этой болезнью, то вы еще одну плотину, еще одно сопротивление тому, что происходит, ставите. Поэтому есть люди, которые всю жизнь пытаются вылечиться, победить свой невроз, победить свою депрессию, победить свое то, все, пятое, десятое, и это не удается, потому что они на вещь, вызванную сопротивлением, накладывают еще одно сопротивление. Поэтому этот шаг еще называется сдаться. То есть дать место, перестать стоять на пути у этой реки жизни, которая хочет протечь к исцелению. Перестать бороться даже против болезни. Да, я сейчас болею. Я сейчас болею. Я сейчас болею. Если это нужно, скажите это себе. Мне сейчас эмоционально не здоровится. Да? И это заслуживает тоже уважения и внимания. Третий процесс, третий шаг, он связан с вашим непосредственным действием. Если первые два шага – это были шаги, скажем так, позволения, да, позволить остановиться, позволить дать всему место и время, в том числе и время, да. Третий шаг связан с вниманием и с действием. Он называется «начать выравнивание». Начать выравнивание. Когда мы находимся в состоянии кризиса, в ситуации кризиса, внутри нас включаются эволюционно наработанные бессознательные стратегии, которые скрыты в нашей мозге и в нашей нервной системе. И тратится огромный, колоссальный ресурс нашего тела, чтобы просчитывать какие-то варианты и действовать инстинктивно-выживательно. И это хорошо в ситуации реальной физической опасности. Но это ужасно в ситуации эмоциональных кризисов. Потому что в этом случае мы заходим в бесконечный цикл. Потому что мы не можем решить такую ситуацию, как, например, физически, как, например, расставание или потеря бизнеса. Кого бить? От кого убегать? Нету выхода физического. И психика заходит в бесконечный цикл, саморазрушающий цикл. И это, если сейчас скажу с большим допущением, происходит в нашей голове. Да, это понятно, что это вся нервная система, но это происходит в нашей голове. И то, что происходит в нашей голове, со временем переходит на тело. И у нас появляются панические атаки, вот это вот вегетососудистая дистония, то, что называется, всевозможные проявления неврозов, тревожности, психосоматические заболевания, огромный перечень всего, нарушения сна, все это на тело переходит. И человек думает, надо что-то поменять в своей голове, надо что-то понять, или нужно какую-то книжку прочитать, или прокачку пройти, чтобы это закончилось. Но каким образом вы можете пытаться исцелить больную психику с помощью больной психики? Ну, окей, который не здоровится с помощью психики, которая не здоровится. Инструмент этот не работает. Он и так перегружен. Это компьютер, который перегревается, он вот-вот вырубится, да, он вот-вот зависнет. Каким образом вы пытаетесь еще одну программу открыть на нем, и так компьютер тормозит? Это невозможно. Поэтому самая главная ваша задача здесь – начать делать кое-что другое. Это называется выравнивание. Смотрите, у нас есть, сейчас тоже с большим условностью, так проще, два центра сознания. То, что происходит в голове, оно отвечает за высчитывание стратегии и выживания. И есть
сознание тела, которое, предположим, находится в сердце. На самом деле там везде есть нейроны. И это сознание, оно отвечает за другие процессы. Оно отвечает за состояние счастья, оно отвечает за состояние безопасности, оно отвечает за состояние спокойствия и любимости, за состояние нужности. Вспомните себя в детстве. Вот если у вас были элементы счастливого детства, вы можете их вспомнить, когда вы находились в колыбели или в своей кровати, вы чувствовали полную безопасность, родители дома или вы под защитой, полная безопасность. Это состояние какое? Оно умственное. Вы даже тогда еще мыслить так изощренно не умели. Это состояние телесное, и оно ощущается где-то здесь. Оно не ощущается здесь. Маленькая подсказка. Это состояние навсегда здесь есть. Пока мы живы, это состояние есть. Если говорить просто, то просветление, к которому мы так стремимся, или счастье, да, к которому мы так стремимся, является не каким-то внешним состоянием, а оно является естественным состоянием нашей психики, когда она соединена, когда разум и тело находятся в единой системе, и когда она работает здоровым образом. В некотором смысле в детстве мы еще не научились сопротивляться и искажать наш внутренний мир так, что появились искажения на уровне гормонов и нервной системы. У нас еще пока нейромедиаторы работают хорошо, у нас пока еще все идет по-другому, внутри циркулирует. И поэтому мы испытываем почти перманентное состояние счастья. У детей даже психика эластична, они проще восстанавливаются после травм, потому что их естественное состояние благополучия, оно выходит изнутри. Они еще не умеют это состояние страдания заикарить мозгом и начать его обкручивать. Мозг не настолько изощрен, не настолько умен. Вот мы это умеем делать, как взрослые люди, и это страшно, потому что мы забываем о вот этом источнике блага, который есть внутри. И ни один кризис, вот я сейчас скажу такую установку, ни одно страдание не может существовать в теле, где разум и сердце работают слаженно. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для поддержания себя, это налаживать эту когерентность, связанность между разумом и сердцем. Раз за разом налаживать эту связанность, раз за разом налаживать эту соединенность. Самый простой процесс, я всегда про него рассказываю. Вы берете руку, кладете ее себе на грудь. Люди, которые сильно растождествлены с собой и со своим благом, люди в глубоком неврозе, не почувствуют тепла руки. И это первая основная практика. Положить руку на грудь, чувствовать ее тепло. Чувствовать ее тепло. Чувствовать телом тепло руки до тех пор, пока оно не начнет ощущаться. И тогда вы сможете по-настоящему получить маленький, но доступ. Вот уже по крупицам он будет приходить в состояние вот этой естественной внутренней безопасности. Смотрите, для простоты мозг занят высчитыванием опасности, в теле всегда есть ощущение безопасности. Если у нас в ситуации кризиса баланс свисает в сторону ума и ощущения безопасности, то вы не можете умом обозначить себе безопасность. Нет, вы можете перевесить его только телом. Только телом. И работать с телом, выравнивать, добавлять на чашу наших внутренних весов телесные ощущения – это самая главная вещь. Вы можете, конечно, начать с массажей, с йоги, с каких-то других вещей. Это все классно. Вы можете начать с медитации. Это все хорошо, но я предлагаю более прямой путь. И это мы тоже будем разбирать и на практической части сегодня тоже. Все начинается вообще с того, что вы внимание направляете не в мысли, а внимание направляете в ощущения. И ощущения, смотрите, мысли, они пустые, у них нет собственного веса. И поэтому, они могут порождать огромные изменения, огромную тревогу. Так же, как в физике есть некоторые элементарные частицы, у которых нет массы, но они несут в себе энергию, они несут в себе определенный заряд, и они способны влиять на материю. Точно так же и мысли, они бесплотные, но они способны искажать нашу реальность. И вы не можете одной мыслью победить другую мысль. Это будет вечная проблема. Вы не можете отключить мысли. Медитации на остановку внутреннего диалога не работают. Никогда в жизни. Это временно.
Единственное, что может действительно сделать разум перестать быть вот таким вот оторванным, это соединенность с телом, с благодатью внутри. Потому что тогда появится сцепление, и тогда мысли перестанут крутиться. Они просто не смогут крутиться вместе, если они в связке с ощущениями, с телесностью. Потому что у телесности есть масса, у нее есть весомость. И эта благодать, она останавливает этот бесконечный моторчик, этот заводик, где постоянно все суетятся. Вот эта весомость, она уравновешивает и перевешивает силу мыслей. И поэтому, когда вы направляете внимание в свои ощущения, фиксируйтесь на том, что внутри, фиксируйтесь на этом внутреннем пространстве, на ощущениях, сначала просто физических ощущениях в теле, потом начинаете чувствовать себя в теле, и даже в какой-то момент можете почувствовать себя вот тем самым ребенком в колыбели, у которого все хорошо, вот там вот отдыхать внутри себя, восстанавливаться внутри себя, быть в безопасности внутри себя. Это все то, что там есть. Самое великое состояние безопасности, защищенности и любимости, оно всегда в клетках присутствовало, потому что это не специальное состояние, это естественное состояние нас. Это состояние, которое, просветленные условно обретают после просветления, но оно всегда там было в клетках. Просто дверка открывается, просто налаживается связь, просто ум позволяет посмотреть туда вовнутрь. Именно поэтому вспомните самые радостные моменты в своей жизни, они абсолютно не умственные. Они здесь ощущаются, они здесь переживаются. Мы в какой-то момент отпускаем контроль, да, именно поэтому так важно отпустить контроль на уровне остановиться, это уже отпускание контроля, и на уровне дать место. Мы отпускаем контроль за этой рекой, и тогда нас естественное благо начинает с нами сотрудничать, которое есть в наших клетках. Это то, что психологи называют силой бессознательного или силой подсознания, целительной силой внутри нас. По-разному называют, но внутри нас есть другие источники разума, которые, в отличие от ума, не способны поддерживать страдания, которые будут приводить все к исцелению. Вот знаете, психологи, допустим, у них есть стратегия, они понимают, что, например, этапы горевания, да, они есть, и если человек через них проходит, то он выходит из ситуации. То есть они это смогли наблюдать, да, когда у нас потери, мы там проходим через определенные стадии, и мы справляемся с ней. Но вот точно так же идет со всеми состояниями. Когда мы отпускаем контроль, даем им место и сотрудничаем со своим телом, то есть некая система, которая залечивает, и она находится в теле. И когда мы с ней начинаем сотрудничать вниманием, то вещи начинают работать по-другому. И четвертый момент, четвертый фрагмент, четвертая стадия. Попробуйте четвертый шаг, попробуйте его прочувствовать внимательно. Он называется «двигаться бережно». Как мы делаем, когда мы ломаем конечность? Если мы ломаем конечность, мы накладываем шину, да, накладываем гипс. Мы, во-первых, признаем, что мы сломали, даем себе право позаботиться, едем в травмпункт. Нам накладывают, соответственно, гипс, да, и это как бы в некотором смысле тоже забота о себе и выравнивание. То есть мы обратили внимание на тело и сделали что-то, чтобы ему стало лучше. А дальше мы же не бежим, и этой сломанной конечностью не начинаем дубасить камни. Как только нам чуть-чуть стало легче. Мы знаем, что вещи должны затянуться. Но в ситуации с нашей психикой мы делаем абсолютно не так. Хотя, еще раз говорю, психика более уязвима и частична, и чувствительна, чем наше тело. Как только нам чуть-чуть становится лучше, мы опять ныряем в омут, в травмирующую ситуацию, которая раздражает нашу психику. Мы такие: я вот вроде вчера немножко о себе позаботился, сегодня будет лучше, поэтому пойду опять конфликтовать, спорить, думать, обдумывать мысли, прокачивать себя, мучить себя, что угодно делать. Мы опять начинаем расчесывать едва затянувшееся. Вот появился чуть-чуть тоненький слой кожи, мы начинаем его расчесывать. Что ж там происходило? И это называется двигаться небережно. Так вот, двигаться бережно возможно только тогда, когда вы поддерживаете выравнивание внутри себя. Идете аккуратно, отдавая себе отчет, как каждое наше внутреннее движение, то есть наша мысль, наш выбор, наше решение, наше направление внимания, или каждое наше внешнее решение, диалог, разговор, решение какое-то, как оно отзывается внутри. Продолжайте двигаться соединенными, продолжайте двигаться в контакте с собой, а не в растождествлении с собой. Вот в чем секрет.
Вот в чем нюанс. Мы очень часто действительно начинаем бежать на едва затянувшихся конечностях, едва сросшихся, и мы опять их ломаем, и мы не понимаем, что у всего настоящего, у всего залечивания есть время. Это во-первых. А во-вторых, должны ли мы после кризиса продолжать двигаться как раньше? Нет. Кризис пришел в нашу жизнь, страдание пришло в нашу жизнь, конфликт пришел в нашу жизнь, трагедия пришла в нашу жизнь для того, чтобы мы выучились новому способу жить. И этот способ жить должен включать нас, как полноправных участников нашей собственной жизни. И, соответственно, должен включать наше право двигаться по жизни, не исходя из чужих пинков, не исходя из чужих ожиданий или претензий, не исходя из того, что не исходя из своих представлений о том, какие мы должны быть, а исходя из вот этой внутренней истины о себе, которая выражается в бережности и в уместности тех или иных вещей. Потому что, еще раз говорю, если наша психика заболела, значит, мы что-то делали неправильно. Если мы находимся в состоянии стресса, мы что-то делали неправильно по отношению к себе. Мы не имеем права дальше так бежать. Потому что мы опять то же самое получим, еще быстрее. Наша задача научиться жить по-новому, в согласии с вот этим. И кризис приходит всегда для того, чтобы разрушить наши неверные представления о себе. Например, мужчина считал, что он ценен только если он удовлетворяет ожиданиям, допустим, женщин, какой-то женщины. И вот он строит идеальную семью, он находит, как ему кажется, он во всем угождает, он во все делает. И он немножко оступается, и женщина от него уходит с семьей. И он говорит, как же так? Я же все делал, и моя жизнь не имеет смысла. Этот кризис пришел для того, чтобы разрушить его ложную неценность, чтобы вернуть его на поле своей жизни. Точно так же и женщина, которая мерила свою ценность через мужчину. Он от нее уходит, она говорит, как же так? И этот кризис приходит для того, чтобы разрушить ее растождествленность. Потому что если бы до начала этих отношений, например, человек был бы в контакте с самим собой, то он бы не мог бы выстроить жизнь полностью искаженную, то есть построенную на собственной неценности, потому что он бы чувствовал, что он ценен изначально и поступал бы иначе. Так вот, всегда кризис является выражением несогласованности. Это выражается также и физически. Есть люди, которые много травмируются и падают. Это значит, что они много действуют из головы. Да? Просто они не чувствуют уместность своего тела и не чувствуют его голос. Очень простая как бы для понимания концепция. То же самое в психическом мире. Наша задача двигаться более внимательно и более бережно по отношению к себе. Да, когда мы заживем, мы можем двигаться, у нас есть запас прочности. Но опять же, использование этой прочности должно быть конструктивное. И это подскажет, опять же, сонастройка. Мы не можем позволить себе опять растождествиться, опять продолжать бежать. Очень важно вот в этом ситуации, когда мы даем себе время и двигаемся бережно, понимать, что помогает нашему выздоровлению, что мешает. Так же, как когда мы конечностью двигаем, мы чувствуем, что мы чуть неправильно двинули, она начинает опять болеть. Да? Мы чувствуем, что это неправильно, это не бережно. Так вот, с психикой точно так же. Мы должны чувствовать, что ее раздражает, и мы должны иметь право опять пойти в себя и опять установить эту сонастройку. И двигаться по маленьким шажочкам, чувствуя, как крепнет внутри нас наше собственное благо. И тогда со временем мы выходим иными. Поймите, ни одна ситуация в жизни не пришла для того, чтобы вас разрушить. Но она всегда приходит для того, чтобы разрушить ваши ложные представления о себе и вашу растождествленность с собой, показать, что это неуместно. Даже если мы, казалось бы, теряем физически, либо здоровье собственное теряем, да, но это тут проще понять, что это всегда от отождествленности с собой. Если уходит наш близкий, да, бывает, что уходит, незаслуженно уходит любимый человек или ребенок. И очень часто это тяжело пережить и тяжело найти смысл в этом, да, какой-то вот такой вот эзотерический авось, да, это, конечно, все неуместно и неправильно там в этом ковыряться. Но обычно эти опыты учат нас более внимательному, глубокому контакту с собой и отношениям с собой. Ничто не приходит для того, чтобы нас наказать, никогда. Но все приходит для того, чтобы сказать, перестань бежать, увидь, что ты тоже ценен или ценна. В тебе есть Бог. Ты имеешь право относиться к себе бережно.
Ты имеешь право не бежать по жизни. Ты имеешь право ценить то, какой ты или какая ты есть. Пожалуйста, в тебе есть драгоценность. Увидь это, заботься об этом, вернись в это благо, откуда ты пришла. Создай это благо в своей жизни, и из блага в твоей жизни будут проявляться благие события. Сложно понять. Это только слова для многих людей, которые особенно в состоянии кризиса. Поэтому я даю практичные шаги. Остановиться, дать место и время, начать выравнивание, двигаться бережно. Вещи практичные, они не требуют доказательств эзотерических. Попробуйте это делать. И сейчас будет практическая часть, которая как раз-таки призвана дать в ощущениях. Я ее специально делаю не в качестве специальной медитации, а буду давать комментарии по ходу выполнения для того, чтобы вы могли просто сами, своими словами в будущем это делать и найти свой собственный путь, свой собственный процесс. Свой собственный процесс. Важно выработать. Это ваше отношение с собой. Не бывает шаблонных отношений, иначе это фальшь. Вы должны найти свой собственный путь. Но общую структуру, примерную структуру я могу дать. Если вы чувствуете, что вы в состоянии кризиса, пожалуйста, помните, первый шаг. Я тоже есть. Нулевой шаг. Я тоже есть. Я имею право заботиться о себе, потому что я живое существо. Я живой. Я тоже есть. И поэтому я имею право остановиться. Находитесь в эпицентре кризиса, конфликта, скандала, чего угодно. Я тоже есть. Я имею право остановиться, потому что я не должен сейчас бежать. Никто на меня не нападает с ножом. Я могу остановиться. Я имею право остановиться. И вы останавливаетесь. В ситуации остановки самое важное – это управлять дыханием. Это один из путей, есть разные способы. Я рассказываю о своем управлении дыханием. Мы дышим в ситуации кризиса обычно через нос, и через нос мы стимулируем вот эту вот активность. Первое, что нужно сделать, это сделать очень глубокий вдох, максимально глубокий. И смотрите, и тут мы смыкаем губы и начинаем выдыхать через сомкнутые губы настолько медленно, насколько это возможно. Постарайтесь этот выдох сделать 20, 30, 40 секунд. Маленькая щелочка в губах, очень медленно выдыхаете. Сам этот момент, если вы вдохнете 2, 3, 4 раза, он переключит ваше внимание на тело и на мудрость тела. Вы почувствуете спокойствие. Вы почувствуете возвращение в себя. Потому что в ситуации кризиса что говорят? Ноги уходят из-под ног. Мы не чувствуем своего тела. Это где-то все даже не в голове, это вот здесь происходит. Да? Когда вы ругаетесь или конфликтуете, вот здесь происходит стресс. Мы не в теле. Это дыхание позволяет вернуться в тело. Мы начинаем чувствовать свое тело и успокаиваемся. Это наше желанное состояние для первого шага. Остановка. Это мы делаем не только в ситуации внешнего стресса, но и внутреннего. Накрутили себя, зашли в какую-то область, где страшно думать, зашли в какую-то ситуацию, в которой в своей голове, в которой вы чувствуете, что теряете ресурс. Хотя ваша психика говорит, ты должен об этом думать, мы сейчас найдем решение, еще чуть-чуть и найдем решение. Помните, вы не можете найти решение в состоянии стресса, это невозможно, я вам сразу говорю, никогда невозможно, забудьте. Остановились, выдохнули, вернулись в тело. И этот шаг разрушает все тревожные мысли, разрушает чувство вины, чувство стыда, чувство страха, чувство отчаяния, любые чувства острые, он разрушает. Знаете почему? Потому что все эти чувства базируются только на том, что как только они приходят, вы начинаете бежать в своей голове. Они начинают... Ты должен стыдиться. Да, я должен стыдиться. А что же делать? Куда же убежать? Какой же мыслью мне побороть этот стыд? А вы так рядом с этим стыдом садитесь и адаптируетесь. Выходите из страха. Да, потому что это тоже по сути, страх определенный, да, он приходит и вас пытается сбить с толку. Он говорит вам, давай, стрессуй, пугайся. А вы садитесь рядом и выдыхаете. Вам не нужно находить обоснования из ума. Нет, просто одно простое упражнение. Глубокий вдох, очень глубокий, можно быстро. И еще медленнее, в 20 раз медленнее, очень медленно. Можно минуту выдыхать. Со временем вы каждый раз, когда вы будете подбираться к тревожным мыслям, смотрите, вы не убегаете от них.
Вы не боретесь с ними, вы рядом садитесь и выдыхаете. Представляете, как классно, когда вы можете обесценить страшную мысль, просто адаптировавшись. То есть расслабившись рядом с этим. Как только вы расслабляетесь рядом с чувством страха, чувством вины, чувством стресса, оно теряет силу. Попробуйте. Не пытаясь опровергнуть этот страх, просто расслабившись. Как только мы телесно адаптируемся рядом с чем-то, это уходит из нашей жизни, это уходит из... это перестает на нас так сильно влиять. Дыхание. Каждый раз, когда вы подбираетесь к стрессовой ситуации, выдыхаете. Медленно выдыхаете. Поэтому я всем пишу: выдыхай. Выдыхай для начала. Теперь вы знаете, к чему это. Выдыхай. Второе. Да? Ну, понятно, что мы даем себе место и время сначала физическое. Физическое. Что для этого надо? А если вы можете найти для себя отдельное помещение, выйти на улицу, как-то отстраниться от ситуации, это хорошо. Если нет, то вы всегда можете найти и выделить для себя место и время внутреннее, эмоциональное. Это и есть остановка, вот это самое. То есть вы просто, даже если вы в ситуации кризиса, вы всегда можете на секунду прерваться и вернуться в свое тело, потому что если даже внешняя ситуация не позволяет вам найти свое место, то у вас есть ваше тело, в котором достаточно места для вас, и в котором есть безопасное пространство. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. В вашем теле всегда есть безопасное пространство для вас. В вашем теле есть достаточно времени для вас, хотя снаружи может казаться, что ситуация поджимает. Когда происходит какой-то процесс, то вы можете выделить пространство и время внутри себя. Конечно, идеально снаружи выделить, но даже если нет такой возможности, внутри себя. И сейчас мы переходим к вот этому вот шагу, который на самом деле практически они в одном происходят. И давать место и время, и начать выравнивание. Что мы делаем? Мы вдыхаем и выдыхаем до тех пор, пока внутри не начинаем ощущать больше спокойствия, не начинаем чувствовать свое тело. Как еще себе помочь? Вы с каждым вот этим медленным выдохом выдыхаете напряжение сверху вниз. Вы выдыхаете напряжение из ума, из мыслей, из мышц лица, шеи, челюсть. Потому что на самом деле мысли и мышцы очень связаны, особенно лицевые. Даже если вы просто расслабляете мышцы челюсти, то у вас притормаживается вот этот вот внутренний диалог. Вы с выдохом, то есть вы даете новый фокус внимания, он уходит с тревожных мыслей, и вы начинаете расслаблять мышцы лица, глаз, мимические мышцы, шею, грудь, живот, низ живота. Очень важный низ живота, потому что он отвечает за стресс. Бедра тоже отвечают за стресс, ноги. Расслабляйте все свое тело сверху вниз. Это ваша задача. Как будто бы спадает напряжение на медленном выдохе. После этого вы берете одну ручку, кладете ее себе на грудь, вторую чуть выше или чуть ниже ее, неважно. Кладете ручки. И продолжайте выдыхать, пытаясь почувствовать тепло от рук. Ваша задача сделать так, чтобы вы начали ощущать телом тепло от рук. Вы можете сейчас повторять вместе со мной, для этого займите любую удобную позу. Вы можете лечь, вы можете сесть, вы можете как угодно поставить наушники. Вообще не важно, это не медитация, это лучше. Это вы с вами. Это интимный диалог с жизнью внутри себя. И на этом выдохе я отпускаю напряжение сверху вниз и начинаю чувствовать тепло от своих рук. Вот там вот под руками у вас так много всего происходит. Там сердце бьется, там дыхание, обмен с миром.
Все эмоции, чувства, состояния, страхи и надежды, все живет там. И там же живет ваша благодать. Там же живет ваше благо. Ваша задача на первом этапе – начать чувствовать тепло в своей грудной клетке. Чувствовать это пространство, это как теплая зона, теплое поле, теплый шар, неважно, как угодно, теплое поле, да, внутри себя. Представьте, что вы, как маленький ребенок, сворачиваетесь клубочком и в этом поле помещаете себя в это поле. Представьте, что это колыбель, и у вас достаточно времени, и вы в безопасном пространстве, чтобы сейчас погрузиться в это поле, свернуться там клубочком и отдохнуть. Вы внутри себя, это пространство никто у вас не заберет. У вас бесконечно времени, чтобы побыть там и восстановиться. Это убежище. Это то, что мы так искали в жизни. Это буквально колыбель духа. Это колыбель Бога, колыбель Вселенной, колыбель детства, колыбель родителей. Как угодно можно назвать. Там происходит магия внутри. Попробуйте это почувствовать. Ваша задача на первом этапе. Мы не двигаемся дальше до тех пор, пока мы не научимся чувствовать просто тепло внутри себя. Чувствовать тепло от рук, чувствовать это поле, пространство, которое создается под вашими руками. И просто там отдыхать. Это первый шаг. Как только появляются тревожные мысли, опять выдыхаете медленно. Фокусируйтесь на ощущениях в теле и возвращаетесь туда. В тепло. Любая мысль тревожная, опять дыхание, до тех пор, пока вы не научитесь просто отдыхать внутри своего тела. Вы можете говорить следующим образом. Я помещаю себя в свой сердечный центр, в любовь Бога, для исцеления и балансировки. Я сворачиваюсь клубочком и отдыхаю на руках у Духа, в колыбели Вселенной. Неважно, как вы во что вы верите. Говорите это своими словами. Я в своей душе, я в своем сердце, я в колыбели Бога. И пока я там нахожусь, исцеление происходит, потому что все помещенное в любовь исцеляется и восстанавливается. Я помещаю себя в свой сердечный центр, и исцеление происходит. Свет заполняет меня изнутри и все вокруг меня. Любовь заполняет все внутри и вокруг меня. Исцеление, жизненность, энергия благополучия заполняет все внутри меня и вокруг меня. Я отдыхаю внутри себя, на руках у Бога, и исцеление происходит. И вы делаете это раз за разом, используя дыхание для того, чтобы освободиться от мыслей, до тех пор, пока вы не сможете уходить в это состояние вот так вот быстро. Представьте, как здорово. Вы находитесь в кризисной ситуации, вы общаетесь с кем-то неприятным, и вы в любой момент можете даже не класть руку физически, вы в любой момент окунаетесь в эту колыбель и отдыхаете там. Вы можете продвинутый уровень, вы можете пойти дальше, вы можете общаться, находясь там. Вы можете не покидать этого состояния. Вы можете всегда быть там. Вы можете всегда чувствовать это внутри себя. Вы можете жить из этого состояния. Но для начала мы просто туда возвращаемся, как в убежище. Осваиваемся там. И потом, чтобы вернуться туда, вам даже не нужно будет класть руку. Но вначале я предлагаю так. Когда вам это нужно делать каждый раз, когда вы чувствуете приближение тревоги. Если вы поговорили или коснулись каких-то мыслей тревожных, возвращайтесь туда. Это убежище. Потом вы можете делать это утром и вечером. Я предлагаю каждое утро, проснувшись, провести сонастройку, и каждый вечер, засыпая, провести сонастройку и засыпать с уже очищенным, выстроенным состоянием. Это наша цель.
После этого вы можете пойти дальше. Вот в этом состоянии, когда вы находитесь там. И чувствуете это внутреннее пространство, эту теплоту внутри себя. Вы можете спокойно, без каких-то рывков и движений, находясь там, начать оглядываться по сторонам. Представьте, что это пространство, оно вот... Какого оно размера? Есть ли у него стены, ограничения? Можете ли вы сделать его широким-широким, это пространство безопасности внутри себя? Вот этот весь большой мир внутри вас. Можете ли вы сделать его бескрайним? Можете ли вы посмотреть на то, что происходит вокруг вас? Да, возможно, где-то в окраинах какие-то идут штормы, какие-то реки протекают, какие-то бурная река течет. Можете ли вы этому всему дать простор? Всему тому, что происходит в вашей жизни, дать простор? Смотрите, как это делается. Я иду в свое внутреннее пространство. Я отдыхаю там. Я чувствую его. Я чувствую тепло от рук. Я выдыхаю, я погружаюсь в свое тело. Я чувствую свои кончики пальцев на руках и на ногах. Все мое тело – это большое внутреннее пространство. И все то, что происходит внутри него, имеет место, имеет достаточно времени и достаточно любящего внимания для того, чтобы находиться там. Это целый мир, и я могу его расширить так широко, сделать его таким большим, чтобы всему тому, что происходило, было место. Ничто ни с чем не конфликтовало, ничто ни на что не нападало. Если в моей жизни есть кризис, и для него есть место. Если в моей жизни есть болезнь, и эта река, у нее есть место, и она будет течь в океан исцеления. И шторм кризиса, он пройдет и прольется дождем, и на месте вырастут прекрасные цветы. А я пока в это время найду место и для себя. У меня достаточно времени внутри себя. У меня есть право здесь находиться. И я в безопасности. Я найду место для себя на этом просторе. Что это будет? Это будет лужайка. Это будет, может быть, побережье. Как это будет выглядеть? Есть некоторые люди, которые умеют чувствовать визуально, это видеть. Есть те, кто почувствует это в ощущениях. Есть те, кто просто концептуально это будут понимать. И все варианты нормальны. Здесь нет задачи увидеть картинки. Просто что это такое место для вас? Можете ли вы дать всем штормам, которые есть в вашей жизни, всем болезням и переживаниям, которые есть внутри, место? Это как на планете Земля. Всем дождям есть место, и они нужны, потому что они запускают новый цикл жизни. Пускай они прольются, но вы можете быть в уюте, вы можете сидеть в домике и пить горячий чай, когда идет дождь, а можете быть там, где солнечно, где вам хочется быть. Что это за место? Визуально или в понятиях, или в ощущениях? Можете ли вы там расслабиться? Можете ли вы посмотреть на себя со стороны, как вы там отдыхаете? Это сложно, но это возможно. Увидеть себя со стороны. Вот вы отдыхаете внутри себя, внутри этого большого пространства. Какой он вы? Какая она вы? Что вы чувствуете по поводу себя? Какая поддержка вам нужна? Что вам нужно? Какие эмоции у вас рождаются, когда вы смотрите на себя? Что вы хотите себе дать? Как вы можете поддержать себя? Что вам нужно? Это так проясняет, когда вы видите себя. Это так проясняет, когда вы можете посмотреть на себя со стороны, вот в этом состоянии безопасности, уязвимости, открытости, посмотреть на себя и сказать: я вижу, через что ты прошел или через что ты прошла. Я вижу, что в твоей жизни бушуют штормы. Я вижу, что ты не знаешь, как действовать или не знала, и, возможно, ты ошибалась, но в этом нет твоей вины. Я вижу тебя живую. Я поддержу тебя, я защищу тебя, я дам тебе место. Я уберегу тебя. Я помещу тебя в самое безопасное место. Говорят даже, что Бог так смотрит на нас. И мы можем так смотреть на себя. И побыть там.
побыть, возможно, дать себе это и остаться в этом месте безопасности внутри себя, пережидая штормы, позволяя рекам течь. Так много времени есть для этого, для того, чтобы все текло к исцелению. Я хочу, чтобы вы это когда-нибудь на своем опыте испытали. Это следующий шаг. Это когда вы сможете так чувствовать свое тело, что тревожные мысли не будут вас выбрасывать, и вам не придется каждый раз дыханием возвращаться. Но даже если в этом состоянии вы касаетесь тревожной мысли, опять выдыхаете и возвращаетесь туда в тело. Раз за разом, раз за разом, раз за разом, пока вы не сможете там просто отдохнуть в своем внутреннем пространстве. И потом спокойно вы можете опять вернуться в эту колыбель. Она уже может расположена быть там, где вы захотели, в вашем большом внутреннем пространстве, в безопасности, почувствовать себя на руках у духа, почувствовать, как энергия исцеления работает, почувствовать, что вы в своем сердечном центре, в сердечной энергии, в любви Бога, что все происходит, и все хорошо. Вот это состояние «все хорошо» — это то, что нам нужно достичь. Потому что когда вы его коснетесь, маховик кризиса начнет закручиваться в обратную сторону. Вы будете двигаться к исцелению, причем очень большими шагами, очень быстрыми. Это то, что мы должны испытать. Пока мы это не испытали, я хочу, чтобы вы внимательно поняли. Пока вы это не испытали. Ни чувство вины, ни дергания, ни претензии к себе, ни страдания, ни стыд, ни истеричные выяснения отношений, ни обвинение всего мира или себя самого не приведет вас к исцелению. Пока вы не позаботитесь о себе, пока вы не запустите процесс исцеления нервной системы, пока вы не дадите, не впустите эту исцеляющую силу природы в вас, в этот кризис, все внешние действия, все внутренние действия выживательные бесполезны. Просто выкиньте их. Они не помогают. Когда вы запустите, вы будете замечать, что они не нужны. Потому что вещи начнут исцеляться сами, у вас будет исцеляться взгляд на жизнь. Я еще раз говорю, если вы можете дотянуться до состояния «мне хорошо» или «все хорошо», «все идет», у меня достаточно времени, у меня достаточно места для того, чтобы это исцелилось, да, все хорошо сейчас, потому что я чувствую, что я часть исцеления, а не часть болезни. Мой мозг больше не часть болезни, а часть этого процесса исцеления внутри. Он не здесь, он здесь. Не мозг, а внимание. Ну и да, и мозг, он соединен. Вещи начнут окрашиваться в другие цвета вокруг вас. Больше некоторые проблемы просто начнут исчезать. Но без этого процесса не пытайтесь сделать что-то другое. Даже я книжки не буду рекомендовать сегодня, потому что на воспаленную психику это будет очередным поводом для претензий к себе. Для задания вопроса, почему так произошло, вы будете искать ответ. Ответа, может быть, и нету. Такого, какой вы ищете. Ответ здесь. И если вы сможете с этим познакомиться, если вы сможете моментально потом, в дальнейшем, это как навык будет, вы сможете чувствовать себя здесь, жить из этого, принимать решения из этого, то в вашей жизни больше никогда не будет страдания. Да, будет болезненные какие-то эпизоды, это часть жизни, мы все время при расширении чувствуем какое-то неприятное ощущение, можем чувствовать, но страдания больше не будет, кризисов больше не будет, психических расстройств больше не будет, и с этим будет покончено, когда будет эта выстроена вещь. И сейчас очень коротко, за 1,5 часа времени я вам передал все, что я знаю, лучшее, что я могу с вами поделиться, выстраданное, прожитое на своем собственном опыте, объединенное с практической психологией и объединенное с опытом консультирования. Это очень простая модель, она очень пошаговая. Первое, нулевой шаг. Дать себе право на помощь, просить и получать помощь в том числе и от себя. Первый, остановиться. Второй, дать место и время. Третий, начать выравнивание. Четвертый, двигаться бережно. Так вот, если вы будете это делать, вы выйдете из любой ситуации, я вам обещаю. И свет в конце туннеля забрежет очень быстро. Выход очень быстро будет находиться. Но не торопите себя.
Процесс исцеления – это тоже увлекательный процесс, потому что с каждым разом вы чувствуете все больше и больше облегчения. Поэтому, пожалуйста, пусть вас ведет чувство облегчения. Очень часто вот это тоже проявление бережности, двигаться только за облегчением. И когда вы будете работать с людьми, которые оставят свои координаты ниже, то, пожалуйста, отмечайте тех людей, после которых вы чувствуете облегчение, этот человек вам подходит. Если вы чувствуете напряжение, вас отправляют в проработки, в карму, пожалуйста, не надо. Не делайте этого. Просто прерывайте занятия, потому что это проявление бережности, чувство облегчения. Я очень рад был поделиться тем, чем я поделился с вами сейчас. Для очень внимательных людей вы, наверное, могли заметить, что эти 4 шага очень похожи на гавайскую технику Хаопонопона. На самом деле я это заметил только после того, как написал эти 4 шага. Смотрите. Мне жаль. Это остановиться. То есть ты пока ты не сказал «мне жаль», ты не остановился. То есть «мне жаль» – это признание того, что ну вот оно так, да, вот оно так. Вот мне жаль, да, вот это произошло, мне жаль. Это в некотором смысле еще и свидетельство того, что ты, ну да, то есть ты можешь осознать только, когда перестаешь бежать. И сама фраза «мне жаль» помогает остановиться. Вместо того, чтобы пытаться бороться, сопротивляться, ты говоришь «мне жаль». Второе. Прости меня. Прости меня подразумевает энергетически, вибрационно, да, у Хаопонопона там свое представление, да, то, что ты просишь процесса у Бога за то, что прощения у Бога за то, что у тебя не хватило осознанности и знаний. В данном случае энергетически ты смиряешься, принимаешь и даешь место и время тем процессам, которые происходят в твоей жизни. Я благодарю тебя. Ты приглашаешь энергию для исцеления. Ты начинаешь выравнивание, потому что благодарность не можно из ума испытать. Ты начинаешь это выравнивание. Я люблю тебя. Новая парадигма жизни. Я люблю тебя, я люблю тебя, значит, я выстраиваю отношения, которые становятся движущей силой в моей жизни. Отношения с клеточками, со своим телом, со своим сознанием. Ты двигаешься бережно. Да, концептуально разные подходы, но по энергиям очень похожие шаги. Прочувствуйте сами. Мы останавливаемся, даем место, начинаем выравнивание, двигаемся бережно. И тогда мы приходим к тому, что все становится хорошо. Спасибо тем, кто были здесь. Я прошу только тех людей, которые чувствуют в вас свою способность действительно оказать экологичную помощь в соответствии с теми шагами, которые я написал, оставлять свои комментарии под видео. И прошу тех, кому нужна помощь, обращаться с постоянно калибруя, это бережно или не бережно по отношению к вам. Вот, я надеюсь, что эта трансляция была полезной, потому что я, в принципе, это максимум того, чем я могу поделиться для этого, и я очень рад отдать это в мир, и для меня это способность расплатиться с миром за то, как он меня поддерживал, когда я был в тяжелом состоянии. Было ощущение, что весь мир через разных людей просто носит меня из одной ситуации на другую на руках. Когда я все это переживал, для меня это возможность расплатиться. Спасибо миру, спасибо вам. До свидания.